Славного дня, друзья! Сегодня я буду говорить на такую объемную и сложную тему, как надпочечниковая усталость или хроническая усталость. Дело в том, что надпочечниковая усталость очень часто является первопричиной таких проблем, как эстрогендоминирование, то есть таких заболеваний, как миомы, фибромы, фиброзные кисты в молочных железах, почечные камни, камни в желчном пузыре, жировые кисты. Все проблемы с суставами, недостаточность смазки суставных поверхностей, нефриты, затяжные циститы, фурункулезы, абсцессы, непроходящее акне, которое не поддается косметическому лечению, и многие другие заболевания, которые длительно и неуспешно лечатся, так как проблема кроется часто именно в надпочечниковой усталости. Мы будем разбираться, какие симптомы нам говорят о наличии той или иной стадии надпочечниковой усталости и как в домашних условиях можно дифференцировать эту стадию, если она есть. Итак, сначала определимся, что такое стресс для организма. Помимо того, что мы вкладываем в это понятие стресс, помимо психического стресса, организм воспринимает как стресс и такие проблемы, как затяжные какие-то хронические инфекции, посттравматический период, послеоперационный период, физические тренировки очень активные, но между которыми очень небольшой восстановительный период дается. То есть все, что истощает организм, это все рассматривается как стресс. Про стресс можно, конечно, говорить отдельно и много, но в дальнейшем при необходимости мы эту тему отдельно осветим. Потому что один и тот же, например, стресс психический, который у одного человека вызывает гиперреакцию, для другого человека является нормой жизни и не вызывает никаких стрессовых реакций. Вот об этом можно много говорить, но вернемся к этому позже. Итак, при стрессе повышается уровень кортизола. Кортизол – это гормон надпочечников, который нам помогает бороться со стрессом, мобилизует все наши системы для того, чтобы мы могли выжить. Он нам нужен для того, чтобы проявлять такие реакции, как «бей» или «беги», известные они сейчас много описаны в литературе, для того, чтобы при встрече с опасностью человек мог мобилизовать весь свой потенциал и выдать максимум ответа. Будь то это внезапно выпрыгнувший тигр из кустов, или резкий окрик шефа в офисе, или плач ребенка посреди ночи. То есть это все стрессовые реакции, в ответ на которые повышается кортизол. Так вот, этот кортизол в то же время компенсируется другим гормоном надпочечников. Это гормон называется ДГА. И этот гормон антистрессовый. При длительном стрессе, когда все время организм вынужден повышать кортизол, происходит так, что антистрессовый гормон ДГА, его уровень постепенно начинает падать. То есть организм не может дальше компенсировать этот стресс. И в результате образуется ряд проблем, такие как, например, снижение чувствительности к инсулину, снижение утилизации глюкозы и, соответственно, увеличение сахара в крови. К чему это приводит? Это приводит к известному сегодня широко метаболическому синдрому. В дальнейшем это приводит уже к диабету второго типа. И как одно из следствий, это неуходящий жир на животе, на боках, так называемый спасательный круг. Но это, опять-таки, срабатывает не у всех. Бывает, что метаболизм у человека очень хороший, на высоком уровне. В этом случае мы не видим спасательного круга, но реакции повышенного кортизола продолжают развиваться. А какие дальше реакции развиваются? Снижается естественный иммунитет клеточный, снижается содержание лимфоцитов в крови. Соответственно, человек получает повышенные шансы приобрести инфекции.
Это любые инфекции: герпеса, грибковые инфекции, вирусные инфекции, кишечный грипп так называемый. То есть у человека повышается частота заболевания различными инфекциями и вирусами, так как иммунитет снижается на фоне длительно высокого кортизола. Дальше. Кортизол блокирует поглощение кальция. К чему это приводит? Это приводит к повышенной потере костной массы. Соответственно, в дальнейшем со временем это развивается уже в остеопороз. Кортизол всегда стимулирует распад белка. Соответственно, это уже приводит к саркопении. То есть, когда мышечная масса теряется, мышечная сила уменьшается, а в то же время жир у 95% людей с повышенным кортизолом начинает вокруг живота и талии расти. То есть мышцы становятся слабыми, вялыми, мышечная масса малая, но в то же время жир вокруг живота начинает увеличиваться, вокруг талии. Далее происходит увеличение удержания воды и соли. Соответственно, начинает повышаться кровяное давление. Сначала периодами, скачками. Человек понервничал, у него давление подскочило. Потом более длительные периоды появляются повышенного давления, ставит уже гипертоническую болезнь. Но если стресс продолжается длительное время, несколько лет, и надпочечники это приводит уже к истощению надпочечников, в этом случае постепенно давление начинает снижаться и уже появляется гипотензия. Но это уже мы будем рассматривать на более глубоких стадиях истощения надпочечников. Самое неприятное для женщин, что происходит, в принципе, у мужчин это тоже происходит, просто это не так выражено, но на психическом уровне одинаково стрессово и для женщин, и для мужчин, начинает снижаться гормон прогестерон, и, соответственно, начинает доминировать гормон эстроген. Это так называемое происходит формирование эстроген-доминирования. Как следствие, как проявление эстроген-доминирования, это выраженный предменструальный синдром, выраженные боли во время месячных, появляются миомы матки и утолщение в молочных железах, фибромиомы. И мы можем потенциально разделить стадии истощения надпочечников на 4 стадии. Давайте по очереди мы их рассмотрим. Первая стадия, она еще называется часто как реакция тревоги. Значит, на этом этапе организм очень встревожен различными стрессорами и создает агрессивную антистрессовую реакцию, чтобы уменьшить уровень стресса. Это так называемая ранняя стадия усталости. В этом случае стимулируется выход из надпочечников кортизола, адреналина, и в принципе никаких особых симптомов человек не испытывает. Просто он остро реагирует на стресс, но в остальное время он себя чувствует нормально. Может быть периодически чувство усталости, у него по-прежнему есть силы на ежедневные свои обязанности, на все дела свои, которые он должен выполнять каждый день. Просто периодически бывают такие провалы, сопровождающиеся глубокой усталостью. Эта реакция, это первая стадия, реакция тревоги, она обратима, и человеку достаточно бывает немного отдохнуть, и он восстанавливает силы. Следующая стадия, вторая, она уже называется реакция сопротивления. Когда стресс длительный, уже более хронический или очень сильный, резкий, сильный стресс, в этом случае надпочечники в конце концов не справляются с запросом организма на постоянно высокий кортизол. Организм постоянно требует от надпочечников кортизол, стресс длится и не заканчивается. И в этом случае кортизол начинает снижаться с гипервысокого уровня, как на прошлой стадии был, до нормального уровня.
Но вроде бы, если вот сделать анализ во время второй стадии, она очень такая коварная, а, уровень кортизола будет в норме. Но человек уже находится в более глубокой стадии истощения, чем по сравнению с первой стадией, когда, если сделать анализ, у него будет высокий кортизол, и надо его понижать, этот кортизол, есть различные методы и травы, аюрведические препараты. На второй стадии, если сделать лабораторную диагностику, то кажется, что все в порядке. И у человека кортизол в норме. На самом деле он уже прошел пик, было время, когда он был высокий, и вернулся, стал опускаться и вернулся назад уже до нормального уровня. Дальше он будет падать. То есть надпочечники уже вошли в хорошую такую стадию истощения. Как понять, что человек находится на этой стадии реакции сопротивления, на второй стадии? Обычно у этих людей утром, в полдень и после полудня кортизол низкий, нетипично низкий. То есть им тяжело утром проснуться, у них нет сил после обеда. При этом уровень кортизола в ночное время, как правило, нормальный. Человек становится излишне раздражительным, уже реагирует на какие-то ординарные ситуации более повышенным уровнем стресса. Начинает проявляться бессонница и требуется все больше времени, чтобы заснуть. Появляются пробуждения в течение ночи. Периодические уже циклические инфекции уже входят в такой циклические этапы. Все больше проявляются, уже выраженно проявляются ПМС, предменструальные синдромы, и уже часто на этой стадии появляется нарушение менструального цикла по длительности, по характеру выделений, и выходят на поверхность, преобладать начинают симптомы гипотериоза, то есть щитовидная железа начинает снижать свою активность. Это может проявляться как холодные конечности, ощущение холода в руках, ногах, и вместе с этим появляется вялый обмен веществ. Частыми становятся вздутие, нестабильное пищеварение, расстройство кишечника, то есть или наоборот запоры, то есть появляется такая нестабильность в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, на этой стадии мы можем говорить, что появляется такая легкая усталость, но она перманентная, то есть она практически не проходит. Все еще сон или какие-то дни отдыха могут оказать большую помощь в процессе восстановления, и человек может из этой стадии, если дать себе, например, отпуск, уехать отдохнуть, понизить уровень стресса, он может из этой стадии еще выйти. Элементарно начать ложиться спать в половину 11 вечера, так чтобы в 11 человек уже заснул, использовать определенные травы, определенные аюрведические рекомендации для улучшения сна. И уже это может помочь человеку обратимо выйти из второй стадии и дать возможность во время хорошего, правильного ночного сна восстановить уставшие надпочечники. Обычно критерием того, что надпочечники стали восстанавливаться, это является вот легкое пробуждение в утренние часы без будильника. Если человек, например, неделю, 10 дней дал себе возможность ложиться в половину 11 вечера, высыпаться хорошо, всячески поддерживать свой глубокий сон различными натуральными препаратами, и он начинает чувствовать, что вот проходит время, и он уже легко встает, в хорошем настроении, полный сил, энергии. Мы говорим о том, что человек смог обратимо выйти из второй стадии истощения. Далее, если у человека нет такой возможности, стресс продолжается, надпочечники мы продолжаем дергать по поводу кортизола постоянно, в этом случае наступает стадия третья, которая уже и называется истощение надпочечников, истинное истощение надпочечников. То есть уже надпочечники явно не справляются со спросом тела на кортизол,
У некоторых людей переход из одной стадии в другую, буквально прыжок, может быть, из первой стадии в третью, может происходить моментально. Это зависит от индивидуальных особенностей, от конституции аюрведической человека, а также от уровня стресса. Может быть, стресс такого высокого уровня, что сразу идет прыжок из первой в третью стадию, к примеру. И вот в это время, во время стадии третьей, уровень кортизола уже снижается и в ночное время. И организм уже не в состоянии поддерживать необходимое равновесие. Все симптомы, которые я до этого описывала, характерные для первой и второй стадии, становятся уже постоянными и хроническими. Далее состояние продолжает ухудшаться, и уже развивается эндокринный дисбаланс. Вот в этом случае уже у мужчин начинает теряться тестостерон, обкрадывание происходит тестостерона в пользу кортизола. Дело в том, что все наши стероидные гормоны, и тестостерон, и эстрогены, и кортизол, и остальные стероидные гормоны, которые вырабатываются в надпочечниках, они все вырабатываются из холестерина. Так вот, стрессом может быть даже то, что человек ограничил себе жир в питании, правильные жиры. Об этом мы тоже отдельно потом поговорим, какие жиры нужны в питании, необходимы, какие являются правильными. Так вот, бывает, что человек решил похудеть, вот у него никак не уходит живот, в принципе, у него первая стадия надпочечниковой усталости, как мы теперь с вами понимаем, и он решил сесть на диету и активно начать заниматься физическими нагрузками. Соответственно, физические нагрузки, нетипичные для человека, это постоянно повышенный кортизол, плюс он у себя убирает все жиры, садится на безжировую диету, соответственно, источник для производства кортизола, холестерин, пропадает из питания, и человек мгновенно прыгает в третью стадию истощения надпочечников. Начинаются перебои в выработке тестостерона. У мужчин это проявляется тоже в эстрогендоминировании. Человек занимается, диетой соблюдает, живот не уходит. У женщин тут же появляются различные проблемы эстрогендоминирования, о которых я говорила в начале. Начинают страдать яичники. Это все симптомы обкрадывания репродуктивных наших гормонов кортизолом, потому что организм пытается выжить, ему уже не до репродукции, ему уже не до воспроизведения рода, ему главное выжить, нужен кортизол. Тестостерон, эстрогены уже и прогестерон не нужны, важен кортизол. И, соответственно, на третьей стадии мы особенно понимаем, что хорошая либидо – это награда организма человеку, который поддерживает свои надпочечники питанием и режимом дня. Как только пропадает либидо в любом возрасте, это говорит о том, что идет обкрадывание в пользу кортизола всех остальных важных гормонов – тестостерона, прогестерона и эстрогенов. Далее на третьей стадии, если она продолжает усугубляться, равновесие все более теряется у организма, и появляется уже сильная усталость, которая становится нормой. То есть ежеминутная усталость. Человек просыпается уставшим, он каждую минуту в течение дня уставший, он мечтает, чтобы день закончился, и ложится спать уставшим, плохо засыпает тяжело, просыпается в течение ночи, сон поверхностный, и утром, когда он встает, он разбитый, как будто не спал, и опять хочется быстрее, чтобы день прошел, потому что он уставший каждую минуту. Обычно на этой стадии происходит и активация вегетативной нервной системы. Развивается уже выраженный сахарный дисбаланс. Артериальное давление становится хрупким. Что это значит? То высокое, то низкое. Проявляется так называемая постуральная гипотензия. Что это такое? Это вот вам как раз тест домашний. Если человек лежит, вы меряете у него давление, и он после этого минут 10 лежал, вы померили давление, к концу 10 минуты померили давление, он встает, и вы опять измеряете давление, и если разница между показаниями больше, чем 10 единиц, между верхним и верхним, нижним и нижним, в состоянии лежа и в состоянии стоя, это уже говорит как раз о постуральной гипотензии. Падает давление, когда человек встает. То есть тонус сосудов уже нарушен, сосуды не успевают прийти в тонус, когда человек резко меняет положение, и в
кровь не поступает к голове вовремя, начинается или головокружение, или вот, ощущение падения давления, как помутнение в глазах. То есть это такой тест на пастуральную гипотензию. Это уже третья стадия надпочечниковой усталости. Или на корточках долго человек сидит, минут 10, и потом резко встает, и тоже вот эти все признаки проявляются. Часто бывает учащенное сердцебиение на этой стадии, просто головокружение в течение дня, когда человек выходит на улицу, идет и его просто ведет, что, как говорится. Появляются различные тревожные реакции. Вдруг выбрасывается иногда беспричинно, казалось бы, адреналин, начинает колотиться сердце, ощущение какой-то надвигающейся гибели, какая-то мнительность появляется, ощущение тревоги, внезапные приступы тревоги. То есть вот такое изменение даже в психическом поведении, обусловленное гормональным дисбалансом. Часто на этой стадии люди идут к психологу, пытаются разобраться со своими вот этими тревожными состояниями, а по сути это должна предварять работа с гормональной системой, и надо разбираться именно с восстановлением надпочечников. Далее, то есть мы можем сказать, что в это время, на этой стадии, человек склонен к таким вот нетипичным реакциям психическим, возбужденным, и он купается в море адреналина и норадреналина, и у него симпатоадреналовая система чрезмерно активирована из-за стресса. Далее, при усугублении дальнейшем надпочечниковой усталости, это все третья стадия у нас длится, просто она имеет, скажем так, несколько стадий глубины истощения. Уже самое тяжелое состояние третьей стадии, которое требует уже скорого профессионального вмешательства, внимания, это состояние крайне низкой энергии. То есть организм просто уходит в режим тотальной экономии энергии, чтобы выжить. И в этом случае практически человеку уже сложно вставать с кровати, выполнять какие-то свои обязанности ежедневные. Любое движение, любая какая-то активность, любое принятие решений дается с огромным трудом и требует мобилизации силы воли. И в этом случае необходима уже хорошая профессиональная помощь, которая должна помочь человеку восстановить его баланс. И здесь уже нужны не только какие-то препараты, травяные комплексы, но нужно менять коренным образом питание человеку и заниматься непосредственно восстановлением тканей надпочечников. То есть здесь уже надо говорить о объемной профессиональной работе. И есть еще самая глубокая стадия, это четвертая стадия, называется она отказ. То есть когда надпочечники уже полностью исчерпаны. И вот эту стадию медицина уже принимает за существующую. И есть уже болезнь, которая носит название болезнь Аддисона. И здесь уже говорится о очень-очень низком кортизоле, практически его нет в течение всех суток, и организм уже совсем в полном состоянии экономии энергии, теряется резко вес, усталость просто экстремальная, у человека уже нет воли и уже нет желания эту волю подключать для того, чтобы сохранять какую-либо активность мыслительную или выполнять какие-то действия. Теряется вес, теряется мышечная масса катастрофически, похудение происходит, слабость мышц, здесь уже теряется и жировая масса, теряется аппетит. Сопровождается это все часто падением сахара в крови, тошнота, вплоть до рвоты, головная боль, приливы потливости, месячные могут пропасть или цикл становится абсолютно непредсказуемым. Естественно, это сопровождается и депрессией, пониженным настроением,
постуральная гипотония, когда человек из состояния лежа в состояние стоя переходит, и у него начинается головокружение, это уже доходит до апогея своего, то есть человек может просто потерять сознание и упасть вот при смене положений. Обезвоживание тканей становятся очень сухими, видно, что человеку не хватает жидкости в организме, хотя он даже может много пить, потому что развивается электролитный дисбаланс. То есть тело, по сути, начинает разрушаться, и это уже, конечно, срочно необходима помощь на всех уровнях. Очень сложно диагностировать надпочечниковую усталость с помощью лабораторных анализов. Только сейчас начинает развиваться методика диагностики кортизола по слюне в 4 точках в течение суток. Рано утром, 2 раза в течение дня и в 11 вечера. Вот этот метод еще может дать картину реальную, в каком состоянии находятся надпочечники. Но его мало где делают. В Москве есть пара лабораторий, где можно провести этот тест. Таким образом, для того, чтобы ни в коем случае никогда не столкнуться с такими проблемами, которые начинаются с 3-й стадии, необходимо держать руку на пульсе и понимать, когда вы превышаете свои возможности своих надпочечников и уходите в 1-ю или уже во 2-ю стадию усталости. В частности, на 1-й стадии, когда кортизол еще очень высокий и стрессы достаточно активно воздействует на человека, и у него высокая такая кортизольная реакция, например, где-то что-то упало, он подпрыгивает, кортизол высокий, то есть такие излишние яркие проявления у человека на стресс. Например, в это время, если сделать следующий тест, то можно понять, что у человека вот уже такая хорошая 1-я стадия. Заводите человека в темную комнату, или он закрывает глаза в комнате с приглушенным светом. Дальше вы светите фонариком сбоку, не напрямую в глаза, а сбоку, либо подносите свечу где-то на расстоянии 30-25 сантиметров от лица человека, просите его резко открыть глаза и смотрите на его зрачок. Если зрачок у человека начинает пульсировать, то расширяться, то сужаться, то расширяться, то сужаться, и никак не фиксируется в суженном состоянии, а все время стремится опять к расширению, к небольшому сужению, то это говорит как раз о том, что у человека уже 1-я стадия истощения надпочечников, то есть он уже не может компенсировать такой даже небольшой, казалось бы, стресс, когда после полной темноты резко свет попадает ему в зрачок. Если же зрачок вообще не сужается, то есть человек открывает глаза, и он у него как был расширен, так и остается, то это уже, конечно, начало 3-й стадии, то есть уже кортизола совсем недостаточно для того, чтобы компенсировать даже такой небольшой стресс, как вот смена освещения. В принципе, диагностика может быть разная по глубине. В частности, пульсовая диагностика, которую я часто провожу на консультациях, она очень хорошо показывает, в какой стадии у человека находятся надпочечники, насколько они активны или неактивны. Дело в том, что этот тест, он показательный, но малодоступный в домашних условиях. Наличие, допустим, таких заболеваний, вот как я объясняла, например, сухость суставов, щелкать начинают колени, тугоподвижность тела, когда человек не может просто согнуться и дотянуться кончиками пальцев, например, до пола. Как я говорила, вот различные циститы, часто возвращающиеся, воспаления, которые постоянно, независимо от дня цикла, глубокие воспаления появляются на теле, или непроходящие акне, ячмени, все различные воспалительные процессы на веках происходят. Я уже не говорю про, опять-таки, фибромы, миомы, да, и
проблемы с молочными железами, также образование любого вида камней во внутренних органах. Все это уже говорит о том, что человек постоянно находится в стрессе. Он, если и выныривает ненадолго, там, допустим, в первую стадию, то во время отпуска, к примеру, он выходит в более легкую стадию, но потом опять погружается в глубокую стадию истощения и ничего не делает, значит, ничего не меняет для того, чтобы надпочечникам помочь выбраться из вот этого уже глубокого истощения. Ну, говорить мы можем на эту тему длительно. Я думаю, что на сегодня информации достаточно для того, чтобы еще раз переслушать, проанализировать себя, своих близких. А в дальнейшем мы будем говорить уже о том, что же с этим всем делать, потому что подходы для разных стадий не просто разные, а часто диаметрально противоположные. Будем с этим всем разбираться обязательно. Желаю всем хорошего дня, глубоких знаний, для того, чтобы всегда могли себе и своим близким помочь в нужную минуту. Всего хорошего.